Господа, давайте задумаемся вот над каким вопросом. А, Сейчас жители Минска это в основном э, выходцы из деревень, которые в последние годы, в последние десятилетия массово хлынули в Минск. Вдруг стали вот эти вот бывшие колхозники, эти вот бывшие бесправные полурабы стали жителями сначала крупного мегаполиса, а теперь уже и достаточно крупной столицей европейского государства среднего такого размера. Это просто парадоксально, что так произошло. Никто этого не думал. Вот. И прежние мелкие чиновники и даже чиновники среднего звена и не мечтали делать карьеру и стать там, членами правительства европейской страны, там, депутатами парламента, которые могли бы быть вхожи в Европарламент и так далее. Но вот что интересно, смотрите. Мы знаем, что Лукашенко неоднократно заявлял, что следовало в Вискулях, когда подписывали Беловежские соглашения о распаде СССР, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, следовало пустить туда Горбачеву, запустить, направить туда спецназ, разогнать всех, арестовать, или, как он еще говорил, придумал, колючей проволокой там отцепить. Ну, в общем, неоднократно Лукашенко заявлял о том, что это было очень плохое решение, а Путин вообще сказал, что это была самая крупная геополитическая катастрофа 20 века. Ну, ладно, что там Путин говорит, нам не интересно. Давайте спросим себя вот о чем. А кем бы был Лукашенко, если бы вот тогда, в 91 году, действительно их всех разогнали? Лукашенко был тогда депутатом, там это самое, руководил совхозом, ну, таким очень средненьким. И какие у него могли бы быть перспективы в случае, если бы СССР не распался? У меня очень сомнительные на этот счет предположения, но, может быть, вы меня сейчас переубедите, если напишите в отзывах какие-то другие мнения. И, пожалуйста, я вас приглашаю их высказать. У меня есть предположение, кстати, ну, чисто, так сказать, теоретическое, что Лукашенко придерживается немножко другой точки зрения, поскольку он неоднократно высказывался в том плане, что очень хорошо, что мы сохранили независимость, особенно в 2020 году. Поэтому мне думается, что если бы я был человеком грубым, вот, и неделикатным, то я бы сказал, что наш президент просто ездит по ушам этим русским чиновникам и русскому сообществу культурному, гладит их по головке, так сказать, и говорит, что мы как бы да, мы вместе с вами считаем, что эта ваша империя была очень хорошей. Но теперь уж понимаете, теперь уж не повернешь. Поэтому хорошо, что мы сохранили суверенитет и не пустили к себе в должность президента всяких там проходимцев типа Бабарики. Так что гладить по головке русских империалистов, это, на мой взгляд, очень правильно. Подстраиваться под них тоже очень правильно. А проводить самостоятельную политику, пытаться по мере возможности ее проводить, это высокое искусство, которое не дано практически никому в ныне действующей белорусской оппозиции. Единственное, что они могут, это где-то подстроиться, подладиться, и то это не сейчас, а раньше было. Например, Лебедько мог подстроиться, подладиться под российскую политику и под российских политиков в лице Немцова. Ну, какие-то политики там подстраивались под этих вот бешеных империалистов. Были и такие. Какие-то лезли пищом, ужом к Жириновскому под крылышко. А Лукашенко, он, во-первых, дистанцируется от конкретных политиков,
вот, и от конкретной, так сказать, идеологии. А с другой стороны, он не вредит никому из российского истеблишмента и остается таким образом равноудаленным от всех, и это позволяет ему быть не только ну, как бы третейским судьей, но и оказывать прямое влияние на то, что происходит в России. Примером может служить урегулирование вопроса с мятежом Пригожина, да и многих других вопросов. Так что, господа, гибкость. Кстати, за это Лукашенко многие там не любят и говорят, что Лукашенко нас обманывает, но ему просто нужны наши деньги, а не наше, так сказать, покровительство и наша дружба с ним. Но, как говорится, кому что, каждому свое. До свидания.